Однако здрасти. Немного поменял себе голос, ха-ха-ха. Собрались мы с друганом китаевидом прокатиться к местам отчужденным во время карантина, а там еблось, и народу дофигища. Да ну его на это дело и покатили назад в город. Чих, пых, чих, пых, дрынь. Опаньки, мы завелись. Разве могло бы быть иначе? А вот китаец хер так смог. Одну вечность спустя. После танцев с бубном вокруг этого чуда китайской инженерии и первоклассных матюков в сторону данного коня, оно так и решило завестись. Вот и чудненько бы уже мы размышляли о вызове эвакуатора. Да кстати, обязательно в комментах напишите, что у меня горит датчик давления масла. Млять, это уже прям стало традицией в моих малочисленных видео. Как я вещал в каком-то из них, с этим чертовым датчиком не все так понятно. Как с пустотой в моем кармане. В конце сезона 2019 я наскреб мелочишку и купил себе новый датчик давления масла. Но, как вы уже догадались, оно мне не помогло. Немного поразмыслив и окончательно убедившись, что в мотоцикле я нихуяшеньки не понимаю, ибо рукожоп я еще тот, принял единственно верное решение в этой тяжелой, как моя голова по понедельникам, ситуации, а именно отвезти его на СТО, главному специалисту, всего, который выручал меня не один раз. Посидели мы с ним, помозговали, покрутили, покурили, плюнули на это дело и решили, что во всем виновата проводка. Нужно было время, чтобы ее перебрать. Забегая вперед времени, у меня на это так и не нашлось. Ну нечего же и страшного в этом нет, га-га-га-га-га. Так что, как говорится, и так сойдет. Пока мы проезжаем так называемые красоты и любуемся так называемым пейзажем, давайте я вам повещаю о так называемом мотоцикле, который составил мне сегодня компанию. Сие китайское чудо техники называется Moto Leader ML 5025 SW. И из названия всем же стало понятно, сколько в нем кубиков. Да, а для всех, кому непонятно, то в нем целых 250 кубиков и примерно 18 дохленьких помей. Оно имеет карбюратор 1 штука, цилиндр 1 штука, свеча 1 штука, а также водяное охлаждение. 18 пани способны разогнать его до первой космической за 40 минут. А так крейсерская скорость данного аппарата составляет баснословные 110-120 километров. Хрена себе замок кто-то себе отгрохал, да и вообще в этих местах появляются весьма неплохие усадьбы. Из-за этого гребаного коронавируса пошли медным тазом мои планы, которые я строил еще зимой. Хотел в начале сезона мотнуться поближе лежащим, ну или стоящим кому как нравится городам и окрестностям. Но из-за карантина на въезде во все города стоят посты с медиками и измеряют всем температуру, из-за чего собираются огромные пробки. Да еще в нынешней ситуации хрен поймешь, что может произойти. Так что приходится пока кататься вблизи города. Но это я вам скажу, пипец как скучно. Хотел поблагодарить тех немногочисленных подписчиков, которые есть у меня на канале. Спасибо вам. Ладно, все, я умолкаю, ибо наговорился я знатно, а много говорить это не моя тема.
Ёп, вы на меня посмотрите, я пуля. Врум, врум, тыдыдах, тыдыдах.
Вот и все, друзьяки. Завтра будет новый день и новая поездка. С вас лайк и подписка. Давайте добьем подписчиков до 1000. Я уверен, мы на это способны. Всем здоровья. Это как некогда актуально.